Всем привет! С вами Иса Панцер. Сегодня я хотел бы рассказать вам о американской ПТ-САУ 7 уровня Т-25-2 и показать вам один, как мне кажется, довольно интересный бой на этой машине. Когда я только купил эту машинку и разглядывал ее в ангаре, я смотрел на ее характеристики и не мог понять, за что же разработчики так не взлюбили эту машинку. Почему на этой ПТ самая слабая пушка среди ПТ 7 уровня? Бронепробиваемость 170. Для ПТ это очень мало. Урон с одного выстрела 240. Тоже мало. ДПМ в целом хороший, но если сравнивать его с Су-152, например, он значительно ниже. Бронирование. Ну да, есть вот эта область во лбу башни, маска пушки, которая неплохо бронирована, но все остальное это стандартный американский картон. Что же такого в этой ПТ? Как же ее сравнивать с ПТ других наций? В итоге, покатавшись на ней в рандоме, я с удивлением для себя обнаружил, что вот эти числа, характеристики этой машины, они совершенно не дают представления настоящего о ее возможностях. И сейчас, по результатам уже довольно многих боев в рандоме, я могу сказать, что эта машина вообще одна из самых приятных на своем уровне. Мне она понравилась, наверное, больше всех остальных ПТ, на которых я катался. Я не катался на французской ПТ 7 уровня, но среди всех остальных вот этот агрегат очень приятен. Что же в ней такое? Во-первых, у нее есть башня. И эта башня, в отличие от, например, от Hellcat, эта башня очень хорошо крутится. Ну, не очень хорошо, но хорошо. Она нормально крутится, поворачивается. Сама машина юркая, быстрая, динамичная, хорошо поворачивается на месте, хорошо набирает скорость. И при этом пушка довольно быстро сводится, довольно неплохо точно стреляет и хорошо опускается и поднимается. Вот эти вот все характеристики, они определяют, по сути, комфорт игры на танке. То есть, насколько вам удобно действовать в бою. И вот эти все моменты, они, вот объединив все это, я понял, что это танк, это ПТ, который на самом деле нечто среднее между средним танком и ПТ-САУ, это один из лучших танков поддержки, на которых я катался. Естественно, для 7 уровня, но в целом у нее есть все для того, чтобы играть именно танк поддержки. Про многие танки в игре говорят, что это танк поддержки. На самом деле, для многих танков это не так, но для вот этой ПТ подходит замечательно. В этом бою я постараюсь это продемонстрировать и постараюсь описать свои действия, соответственно, как я играю на вот этой вот машине. В бой мы выехали с Айнсигером на Пантере и Глеборгом на Арте. И сейчас я двигаюсь в левую от себя часть карты. Я хочу действовать вместе с союзными средними танками. У меня мало здоровья, у меня слабое бронирование, поэтому мне урон получать не стоит. Я хочу действовать за спинами союзников, за спинами средних танков и наносить из-за их спин урон. И вот начинается бой, и я начинаю реализовывать свой план. Поворачивающаяся пушка и хорошая маневренность дают мне возможность эффективно использовать укрытие. То есть я заезжаю за заборчики, я стреляю из-за зданий. Я, вот смотрите, быстро свожусь, быстро стреляю, то есть все вот это позволяет мне не отставать от СТ и активно действовать среди союзных СТшек. Вот здесь маленький трюк, я сбиваю заборчик. Для чего я это делаю? Для того, чтобы перезарядившись через 6,5 секунд выехать и смотрите. Через вот эту дырочку в заборчике, которую я сделал, я выцеливаю Пантеру и наношу ей урон. Тем временем сбиваю домик, за который прятался китаец. И снова быстро перезарядившись, я убиваю уже второй топовый танк противника. Теперь смотрите. Я вижу, что наши союзники постепенно начинают давить на зеленку. Проезжаю дальше. Но я ни в коем случае не поеду впереди, потому что даже тот же ИС впереди меня может снести мне половину здоровья одним выстрелом. Мне это совершенно не нужно, поэтому я действую за спиной союзного ИСа. Вот здесь снова наношу урон. И смотрите, сейчас ИС поедет вперед, он будет получать урон, а я за его спиной буду действовать и стрелять по противнику. Китаец выезжает на нас. Пытаюсь сбить ему гуслю, к сожалению, не попадаю в каток. И вот посмотрите, насколько быстро я разворачиваюсь.
ни на одной ПТ 7 уровня вы не сможете вот так же быстро развернуться, быстро повернуться. И вот здесь я спокойно преследую китайца. Он от меня далеко уехать не может. Тут Пантера сбивает мне гусеницу. Я ее пока не чиню, но Пантера мне накидывает еще раз. Я понимаю намек. Ясно, что он меня сейчас будет разбирать, поэтому использую ремкомплект, чинюсь, уезжаю. И добиваю третьего китайца. Теперь я поворачиваюсь снова сейчас. Хочу немножечко отомстить Пантерке. Смотрите, выезжаю и буквально через 1,5 секунды могу стрелять. Здесь, к сожалению, промах. И самое время оценить ситуацию на поле боя. Мы довольно неплохо действовали на зеленке. Здесь у нас преимущество. То есть, смотрите, 3 танка против 2. Моя помощь здесь не понадобится. Но наши тяжи уже слили город. И вот там мой урон, который я могу нанести, сейчас вполне может пригодиться. Поэтому я немножечко еще думаю, оцениваю ситуацию и разворачиваюсь, еду в город. Вот эта возможность быстро поменять фланг, это тоже один из плюсов этой ПТшки. Немножко неуклюже здесь я еду, но в итоге проезжаю, смотрю Леву. Аккуратненько выезжаю башни, смотрю между сараями. Вижу корпус Левы. Стреляю, к сожалению, без урона. Тут мне мой напарник Глебер говорит, что Леву он этого заберет. И я могу концентрироваться на другом танке. Это Королевский Тигр. Выезжаю, он бортом. И снова быстро-быстро свожусь и наношу урон. Т-34 ко мне кормой. Накидываю, отхожу. И ситуация снова усложняется. У противника на зеленке сейчас уже 3 танка. Вернулись 3 тяжа. Я туда не успеваю. Соответственно, мы с Айнсигером решаем убить арту. И затем уже разбирать тяжи. И сейчас мы поедем к карте. Как вы видите, я не отстаю от СТшек. То есть я двигаюсь чуть-чуть сзади. Но в целом я вполне могу за ними успевать. Вот тут, к сожалению, мы теряем Глеберга. Это было на самом деле очень обидно. Арта вместо того, чтобы накидывать тяжем, неожиданно в конце боя решила зачем-то посмотреть трассеры. И Глеберга по трассеру сняла. Очень неприятно. Сейчас мы арту, конечно, добьем, но совершенно непонятно, что делать дальше. То есть сейчас у 3 танков противника на зеленке здоровье примерно, я думаю, на 3 раза в 2 больше, чем у нас, если не в 3. Поэтому, соответственно, что делать не совсем ясно. Мы решаем двигаться. Возможно, противники сейчас уйдут оттуда. Может быть, мы вообще базу сможем взять. Хотя это, конечно, сомнительно. Неожиданно возникает Т-29 из ниоткуда. Стреляю, не пробиваю. И вот тут мы с Айнсигером решаем быстро-быстро зафокусить левый Т-29. У него меньше ХП, поэтому мы выезжаем. Стреляем по нему. Я пытаюсь закрыть нашего китайца. Но китайца в борт добивают. Мы минусуем Т-29. И неясно, что делать. У нас мало здоровья. Все печально. Здесь я стреляю в лоб, не пробиваю. И начинаю что-то соображать. Снова стреляю. К сожалению, опять без урона. Арта помогает. Вот здесь, я честно скажу, немножко растерялся. На самом деле мне стоило выехать, получить один выстрел от Т-29. И тогда я бы смог его забрать. Но, как я уже говорил, немножко растерялся в этой ситуации. Немножечко я здесь потерял момент. И проезжает Т-34. Мы с ним обмениваемся снарядами, не в мою пользу. Но тут я понимаю, что Т-29 выстрелил. Его срочно нужно минусовать. Я выезжаю и забираю. И вот теперь сложная ситуация. Что делать дальше? Я абсолютно ваншотен. То есть сейчас любой выстрел от Т-34, и на этом будет для меня заканчиваться. При этом, если бы наша арта, которая сейчас стоит 2-0, переехала, то все было бы значительно проще. Но я думаю, что по поводу действий этой арты вы можете почитать чат. Там будет достаточно много интересного. А теперь вот эти вот наши маневры с Т-34. Сейчас модно ставить всяческую замечательную веселую музычку, поэтому поставлю и наслаждайтесь, получайте удовольствие.
Что теперь происходит? Т-34 делает одну довольно правильную вещь. Он отъезжает таким образом, чтобы пропасть из-за света. Вот здесь я включаю такой вот режим, использую зум-мод очень приятный, и сейчас я высматриваю заборчики, деревья, все что угодно, то есть все, что может мне дать информацию о том, где находится Т-29. Я внимательно на все это смотрю, ни один заборчик он не сносит, то есть он где-то рядом, я жду его, жду, он появляется, и вот тут я чуть было не упираюсь в препятствие и успеваю в последний момент проехать. Снова патовая ситуация, но тем временем наша арта поехала. Арта продвигается к нам, и она сейчас стоит абсолютно неправильно, она не может наносить урон Т-34, и единственная моя надежда на то, что арта просто выйдет на Т-34 и даст мне возможность Т-34 что-то сделать. То есть я хочу, чтобы сейчас арта отвлеклась, это мой единственный шанс пока на какие-то вообще успешные действия в этом бою. И вот смотрите, арта выезжает, Т-34 на нее смотрит, арта промахивается, я пытаюсь выехать, понимаю, что еду не туда, и Т-34 допускает абсолютно решающую ошибку в этом бою. Он едет за артой, вместо того, чтобы убить меня, я стреляю ему в задний каток, ставлю его на гусеницу, и он между двух огней, он между двух стволов, в него может попасть арта, могу попасть я, поэтому он в растерянности, он понимает, что на этом бой для него закончен. Ну что, Т-34 в конце ошибся. В общем, все мы ошибаемся, все мы допускаем какие-то ошибки. Поэтому всегда говорю о том, что действуйте правильно сами. Старайтесь сами не допускать ошибок. И если вы так будете действовать, то это в итоге приносит результат. Что, довольно неплохой бой получился, как мне кажется, интересный. Надеюсь, что он вам понравился. И спасибо за внимание.